Мистер Самолетик. Автор Тон-Тон. Читает Кэт Вилд. Начинается посадка на рейс Сеул. Какой-то пиздец. Звучит у Намджуна в голове монотонно и равнодушно. Вот уже полчаса. Завелась шарманка, когда он положил чемодан на ленту досмотра. Да так и не заткнулась. Он отупело пялится в широченное окно во всю стену на здоровые железные самолеты. «Гробы», — подсказывает язвительно внутренний голос. «Железные гробы». Будто в ожидании добычи, застывшей не мертвой тушей, но затаившимся зверем. Про это можно написать массу грустных песен. Просто хер вот тьму грустных песен. Про расставание, встречи, взлеты и посадки. Намджун уже давно бы набивал строчками свой бессменный блокнот, если бы ему не было пиздецки страшно. «Мы все умрем», — думает он, вежливо улыбаясь проходящим мимо пассажирам, смертникам, самоубийцам. Взлетим и хряпнемся об землю со всем этим багажом и улыбочками. Он изо всех сил старается не представлять результаты этого падения, но представляется все равно в ярких красках. «Одна нога тут, другая там», — подсказывает маленький истеричный внутренний Намджун. Большой и внешне спокойный, Намджун отстраненно наблюдает за аэропортной суетой. Надеется на лучшее, готовится к худшему, но все равно вздрагивает, когда объявляют посадку на его рейс. Тем же самым монотонным и равнодушным голосом. Плохой знак. Он отдает девушке в форме на проверку буклет кофейни, пекарни вместо билета. Смазанно извиняется, получает в ответ дежурную, тщательно отрепетированную улыбку. Больше преград между ним и самолетом не остается никаких. Вообще никаких. Кроме подступающей к горлу паники. Намджун оглядывается, втайне надеясь, что сейчас его окликнут. Попеняет на ошибку в данных и отправит нервно курить на стоянку такси. Но под колени утыкается чей-то баул. По очереди проносится недовольный ропот. Приходится идти. В толстом брюхе железной птицы зияет огромная, гостеприимно развернутая дыра. Намджун почти готов увидеть живущие своей жизнью гладкие внутренности. Но его встречает прохлада салона, мягкие кресла и вежливое «добро пожаловать на борт». «В ад!» — хмыкает внутренний голос. «Добро пожаловать в ад!» Намджун сбивается с шага, натыкается взглядом на очередную наклеенную улыбку и выдают свою в ответ. Получается, вероятно, хреново. Но светловолосый бортпроводник лишь на миг теряется, а потом сияет пуще прежнего. «Прошу вас». Намджун топает, куда показали, но удержаться от обреченного вздоха не может. «Это я прошу вас», — стонет он мысленно, падая в свое кресло. «Высадите меня немедленно». Можно, конечно, вскочить и закричать про бомбу. Его сразу же проводят на землю с почетным эскортом. Но это довольно глупо и расточительно. В отпуск вбухано слишком много денег. Черт бы побрал Тэхёна с его любовью к экзотике. «Солнце, Хён!» — орал он в трубку, пытаясь перекричать шум волн. «Солнце и море! Куча жратвы! Уйма красоток и горячих парней, если ты понимаешь, о чем я. Рай для вдохновения, никакого творческого кризиса. Ты не пожалеешь». О том, что Намджун пожалеет еще в аэропорту, никто не подумал. «Дамы и господа», уже начинающий надоедать голос заставляет Намджуна подпрыгнуть и вцепиться в ручку кресла. «Наш самолет направляется...» «В ад», — перебивает внутренне истеричный Намджун. «Прямиком в пекло». И дьявольски хохочет. «Надо просто сконцентрироваться на чем-то», — бормочет себе под нос Намджун, выглядывая в иллюминатор. Вот, например, крыло. Большое клевое крыло самолета, тускло-блестящее в свете ярких аэропортных ламп. Внешне такое хрупкое, но способное поднять в воздух огромную махину, нафаршированную людьми. Или неспособное.
Или способная, но ненадолго. Нафаршированную. Фарш из людей. Горящие обломки и тела. Чей-то ботинок посреди выжженной земли. Намджун встряхивает головой и отшатывается от иллюминатора. Так стремительно, будто с той стороны криво ухмыляется Аджума, которую он должен уже за 3 месяца аренды. Глаза щиплет. Намджун расстегивает свой рюкзак и дышит в него изо всех сил. Но это ни хрена не помогает. Видимо, тут все-таки нужен именно бумажный пакет. Пристегните ремни и отключите мобильные телефоны. Доносится откуда-то из окутавшего его тумана истерики. Сконцентрироваться. Намджун скользит невидящим взглядом по спинкам кресел. По рукам, головам, плечам, торчащим из-за них. Сплошные части тела. И никого целого. Возможно, только возможно, скоро они действительно станут лишь частями. Никого целого. Горло пересыхает. Намджун открывает рот, чтобы все-таки заорать про бомбу, но так и застывает. Абсолютно целый бортпроводник стоит в проходе и смотрит на него в упор, совершая какие-то странные действия руками. Возможно, он тоже зовет на помощь или подсказывает, как добрый ангел, что нужно сделать, чтобы оказаться на земле. Светловолосый, темноглазый ангел. Тонкая фигура посреди хаоса и безысходности. Под вашими сиденьями долетает до Намджуна электронный голос сверху, и он запускает под кресло обе пятерни сразу. «Не сейчас», — шепчет одними губами бортпроводник, вопреки своим словам демонстрируя, как застегивается спасательный жилет. Это обманный маневр, догадывается Намджун и цепляется пальцами за край короба под сиденьем, чтобы никто не понял, что он помогает мне. Под монотонное бормотание Намджун наклоняется ниже. Его спасение застревает где-то на середине пути и пытается помочь себе еще и ногами. А потом едва сознание от страха не теряет, когда прохладная ладонь стискивает его плечо. У доброго ангела глаза не менее добрые. Он улыбается одними губами и повторяет мягко: «Не сейчас». И если бы они были в постели, Намджун бы решил, что он просто ломается, что это часть игры. Но теперь точно нет. Что-то пошло не так. Он с сожалением выпускает край короба из рук, заталкивает его обратно и смотрит со всей надеждой, на которую только способен. «Помоги мне», — пускает он бегущую строку по зрачкам и радужке. «Хорош ссать», — сигналит в ответ темные карие глаза. И их прищур вмиг становится совсем недобрым. Бортпроводник отпускает его плечо и возвращается на свое место посреди салона так же быстро, как возвращается на его лицо профессиональная доброжелательная улыбка. Хреновый ангел. Намджун бы с таким на небо даже за отдельную плату не полетел. Но летит. Потому что самолет разгоняется, неловко подпрыгивает несколько раз и отрывается от земли. Намджуна со страшной силой вжимает в кресло. Он позволяет себе глухо застонать, благо соседей у него нет. Рейс ночной, народу в самолете не так уж и много. За окном рябит, отдаляясь мерцающей огоньками земля. Закончена посадка на рейс, Сеул какой-то пиздец. Торжественно объявляет в голове. Желаем вам счастливого пути. Намджун приходит в себя, когда самолет перестает трястись. Выравнивается, а над сиденьями гаснет значок с ремнями. Вместе с сознанием возвращается паника, но вялая и беспомощная. Как бы он ни истерил, сделать уже ничего не получится. Остается только ждать приземления и молиться. Молиться Намджун не умеет, поэтому осторожно озирается и встает, вспоминая, где в этой машине смерти располагается туалет. В прорезях иллюминаторов плывут величественные облака. Слепящее огромное солнце возвышается над ними многогранной трехмерной короной. Туалет все-таки обнаруживается.
Намджун долго плещет в лицо водой из крана, больно трет его жесткими салфетками, а когда выходит, спотыкается об порог, едва не вываливаясь в проход. Ножки не держат, ядовито интересуется сверху. Намджун вспоминает, что вполне себе может нажаловаться на обслуживающий персонал куда следует. Но хитрожопый ангел в форме бортпроводника не сказал ему абсолютно ничего предосудительного. Если бы не яд, в избытке пропитывающий каждое слово, Намджун бы даже усомнился в собственных подозрениях. Но нет. Белобрысый говнюк над ним издевается. Остроумный ответ вертится на языке, на нем же и тает. Когда, не дождавшись реакции, язва в форме отваливает, сверкнув белозубой ухмылкой. Проглотив обиду, Намджун возвращается на свое место, затыкает звон в голове наушниками и врубает плеер на полную громкость. Впереди 11 часов полета. И, зная Намджунова везение, несколько грозовых фронтов и воздушных ям. Имеет смысл расслабиться и вспомнить хотя бы парочку счастливых моментов. Умирать лучше с улыбкой на губах. Он пишет смс-ку: «Если что, знай, я тебя люблю». Понимает, что отправлять ее некому, но все равно отправляет. Тэхёну. Пусть понервничает, засранец. За 3 часа отключки ему даже что-то снится. Что-то навеянное рассказами Тэхёна, горячее, страстное, манящее и зовущее к себе ароматами, двусмысленными намеками, жестами. Намджун прется следом, тянет руки, но видение ускользает, едва позволив себя коснуться. А потом появляется чуть дальше, чтобы продолжить игру. Намджун просыпается с дурацкой улыбкой, долго пытается проморгаться и отогнать необоснованную надежду, что сон был вещим. А они давно уже приземлились. Он сейчас потянется, встанет, выйдет и больше никогда не увидит хитрую рожу бортпроводника. Хитрая рожа бортпроводника непозволительно близко. Темные глаза смотрят внимательно, а кривая ухмылка некрасиво перечеркивает лицо. Слюни подотри отчетливо читается в его взгляде, а сам он дарит Намджуну дежурную улыбку и осведомляется. «Не желаете чего-нибудь? Кофе, чай, вино, подгузник?» Последнее слово произносится полушепотом, но Намджун слышит и хватает бортпроводника за воротник форменной рубашки раньше, чем соображает, насколько это противоправное действие. Но так сильно его еще никто не бесил. Да, он боится летать и выглядит, наверное, смешно. Но издеваться над ним, да еще и чертову бортпроводнику, он не позволит. Или попытается не позволить. Блондин наклоняется ниже, позволяя Намджуну разглядеть бледную кожу, морщинки от улыбки в уголках глаз и длинные жесткие ресницы. А потом уточняет. Это можно расценивать как нападение на персонал, или вы просто хотите что-то уточнить в приватной обстановке? В приватной обстановке Намджун бы уже давно приложил зубоскала к стене и как следует начистил его довольную рожу. Но здесь не приватная обстановка. Стюардессы поглядывают в их сторону с тревогой. Над некоторыми креслами виднеются удивленные рожи неспящих пассажиров. Прекрасно. Намджун разжимает пальцы, отпускает жесткий накрахмаленный воротник и отворачивается к окну, бросая: «Сухое вино, пожалуйста». Хасок же предлагал ему выпить перед отлетом, чтобы успокоиться. Намджун проверяет телефон, сети ожидаемой нет, СМС до Тэхёна не доходит. Мерзавец спит спокойно и даже не представляет, насколько Намджун был близок к нарушению закона. И все из-за него, засранца. Намджун засовывает обратно наушники и старается найти хоть какое-то объяснение тому, что пялится на задницу, обтянутую строгими черными брюками, продолжающую движение по проходу. 1:40. Полет нормальный.
В аэропорту Рима жарко и чертовски душно. Но Намджун настолько рад оказаться на земле, ощутить под ногами твердый и устойчивый пол, что даже не замечает этого. Он вовсю улыбается девушке на паспортном контроле, за что подвергается более тщательному осмотру. Но и это не расстраивает его нисколько. Земля, машины, деревья, дома. Никаких крыльев за окном. Он забирает свой чемодан с ленты, цепляет на макушку кепку и спешит покинуть здание аэропорта, чтобы, наконец, получить заслуженную дозу никотина. Насвистывая, выходит на улицу, находит место для курения, но замирает с сигаретой, поднесенной к губам. «Что, Юнги?» — долетает до него раздраженная. «Что опять, Юнги? С какого хера я должен успокаиваться? Мы договаривались, а ты, пидор, меня подставил. Пидор, не спорь. Все, позже позвоню». В силу неимоверной жары бортпроводник избавился от пиджака. Закатал рукава рубашки и теперь выглядит еще моложе и злее. Намджун наблюдает, как он меряет шагами широкую площадку перед парковкой, как выдыхает тяжелый сигаретный дым, задрав голову, и совсем забывает про свою никотиновую ломку. Юнги, значит. Над головой пролетает тяжелая громада самолета. С рокотом набирает высоту и исчезает за домами. Намджун провожает его взглядом и снова облегченно выдыхает. Обратный рейс только через неделю. Он успеет подготовиться. Осталось только найти Тэхёна, отвезть ему люлей и оценить дом, который тот снял на время отпуска, обещающего быть как минимум интересным. Предчувствия имеются. Этот пидор все отменил. Не заметивший наблюдения, Юнги рычит в трубку, явно капая на мозги кому-то еще. Просто взял и отменил. Где мне теперь прикажешь ночевать? В аэропорту? Я же специально отказался от рабочей брони, чтобы с ним встретиться. Намджун хмыкает удовлетворенно и шарит в кармане в поисках телефона. Это называется карма, детка. Воздастся каждому за грехи его. Тэхён отвечает практически сразу, поздравляет с прилетом на ломаном итальянском, сообщает Намджуну адрес, по которому нужно прибыть. Дом находится в долбанном пригороде на побережье, и до него добираться чуть ли не целый день. Но крайне раздосадованное лицо Юнги немного примиряет Намджуна с действительностью. Он кто вообще без жилья остался? Чемодан сиротливо жмется к ногам Юнги, когда тот застывает на месте, заметив-таки наблюдателя. Намджун машет ему рукой, ослепительно улыбается и открывает дверь такси. Садится, называет адрес, а потом выходит. «Поехали», — говорит, — «сиротка». И вот хер его знает, что это такое. Юнги выкидывает сигарету прямо на проезжую часть, смотрит на него из-под-лобья и не двигается с места. «Жалость свою в задницу себе засунь», — рычит он, даже не спрашивая, откуда Намджун узнал. За стеклами солнечных очков гневно блестят глаза. «Окей», — не спорит Намджун и возвращается к машине. Он и сам толком не понимает, зачем собрался приютить этого гада и как вообще объяснил бы Тэхёну новый расклад. Поэтому отказ его в принципе устраивает. Он бухается на заднее сиденье, дверь с другой стороны открывается. Всю дорогу до побережья, где поселился Тэхён, Намджун прячет улыбку в кулаке. Юнги не говорит ни слова, хмуро разглядывая пейзаж. Таксист насвистывает простенький мотивчик. Жаркое итальянское лето обтекает машину, как волны приближающегося моря. Хорошо. Едва добравшись до адреса, Юнги забивается в отведенную ему комнату и не подает признаков жизни. Намджун прислушивается, пока Тэхён полушепотом расспрашивает его про белобрысый трофей и сообщает, что СМС-ка хоть и запоздала, но дошла. И я тоже очень люблю тебя, Хён. Рад, что ты наконец это сказал. Намджун закатывает глаза, проклинает операторов сотовой связи и плетется курить, прихватив бутылку пива.
Тэхён с наигранным умилением машет ему вслед. Дом клевый, небольшой и уютный, и изнутри будто бы больше, чем снаружи. Намджун долго бродит из комнаты в комнату и по улице, едва не затоптав какой-то декоративный куст, после чего выносит вердикт. Нравится. Наверное, это даже стоило 11 часов панических атак. И придирок ебанутого бортпроводника тоже стоило. Намджун выискивает окно Юнги, темное и неживое, и, чувствуя себя героем какого-то нелепого фильма, бросает в него камешек. Потом еще один и еще, пока во мраке оконного проема не возникает сонное недовольное лицо. Повинуясь внезапному порыву, Намджун орет: «Джульетта, выйди на балкон!» Прекрасно осознавая, что балкона-то у Юнги нет, а потом ржет, как чокнутый, когда окно открывается. «Ты ебанутый!» — доносится сверху почти восхищенная. Просто на земле я чувствую себя увереннее. Гогочет Намджун и предлагает: «Выходи пиво пить». Окно закрывается так же стремительно, как открылось. Намджун не ждет. Сидит на крыльце, прихлебывает из бутылки и даже вздрагивает, когда дверь за спиной хлопает. Бутылку у него отбирают, а Юнги садится рядом и смотрит вверх, а потом вперед, задумчиво и долго, будто Намджуна рядом и нет совсем. Намджун поглядывает на него искоса, ухмыляется, заценив тонкие и бледные довольно нелепые ноги, выглядывающие из шорт, огромную растянутую футболку, и признается: «Форма тебе больше идет». Юнги хмыкает и молчит. Закат, располосовавший небо над крышами городка бордовыми ранами, промакивают клочки ватных облаков. Ровно по царапине, медленно, будто застревая, ползет тонкокрылая стальная птица. Юнги провожает ее взглядом сквозь опустевшую бутылку и едва слышно вздыхает. «Скучаешь?» — без тени иронии интересуется Намджун. Почему-то кажется, что в такой момент лицом к лицу с неописуемой красотой острить и издеваться не стоит. «Всегда», — будто нехотя отзывается Юнги. «Просто в воздухе я чувствую себя увереннее». Намджун оценивает шутку. Хочет съязвить про плагиат, но передумывает. Слишком хорошо, чтобы портить момент бессмысленными пикировками. Пачка сигарет задерживается в его руках ненадолго. Рядом с красивыми вещами Намджун обычно теряется, зависает, пропитываясь моментом. А когда над тобой расползается величественный и прекрасный итальянский закат, не зависнуть вообще грех. Юнги вытаскивает из пачки сигарету и прикуривает, щелкая зажигалкой. Снова становится тихо. Маленькие домики на холме, царапающие небо, верхушки деревьев, стальной росчерк моря на горизонте. Все это сквозь пелену сигаретного дыма выглядит то ли сказкой, то ли галлюцинацией. Намджун вдыхает полной грудью прогретый за день воздух и выдыхает разом весь, потому что Юнги, не поворачивая головы, бросает внезапное: «Спасибо». Поднимается и уходит, не сказав больше ни слова. «Пожалуйста», — улыбается Намджун подступающей ночи и решается скурить еще одну сигарету. Ситуация располагает, потому что вместо торжества и ликования он испытывает что-то похожее на нежность. Когда Тэхён сообщает, что вечером они втроем едут кататься на пароме, билеты куплены, а море ждет, лицо Юнги не меняется ни на грамм. Он произносит безразличное «нет», добавляет еще одно решительное «не» и сваливает, не помыв за собой посуду. Намджун чувствует надвигающийся миг возмездия и готовится к нему со всем рвением, на какое способен. В том, что Тэхёну говорит Юнги, никаких сомнений нет. Если он умудрился затащить Хосока на американские горки и банджи в один день, задача с Юнги для него скорее скучная, нежели сложная.
Намджун выбирает самую яркую футболку, широкие длинные шорты, очки-авиаторы и приходит к выводу, что это идеальная форма одежды для празднования победы над сломленным и повергнутым противником. Противник окидывает его хмурым взглядом, не отвечает на широкую улыбку, но в машину забирается без возражений. Виват Тэхён. В порту Юнги немного потряхивает. Никто бы и не заметил, если бы Намджун не следил неотрывно за своей жертвой. Вчерашний разговор по душам не значил абсолютно ничего. Ущемленная самооценка требует мести, а потому... Юнги, ты что, дрожишь? Прохладно. Сцеживает сквозь зубы Юнги и отходит в другую часть зала ожидания. Табло над расписанием рейсов показывает плюс 32 в тени. Действительно, не май месяц. Намджун пожимает плечами и идет курить. Все самое интересное начнется чуть позже. Чуть позже Тэхён тащит упирающегося, но умудряющегося сохранять отстраненное выражение лица Юнги по трапу. Запихивает чуть ли не силой на сиденье, максимально приближенное к перилам, и восхищенно воет, когда паром отчаливает. Море, блин! Огромное море! Так бы и обнял! Серо-зеленый Юнги сохраняет неподвижность, но кончики его пальцев мелко подрагивают. Шах и мат. Юнги явно не хочет обнимать море. Он хочет, чтобы обняли его и унесли на берег, на землю. Примерно этого же хотел Намджун в самолете. Поэтому... Страшно, хмыкает он. Но вместо удовлетворения чувствует почему-то жалость. Предпочитаю быстро разбиться об землю, а не медленно опуститься на дно. Сквозь плотно стиснутые зубы сообщает Юнги. Будь его воля, он наверняка отбрил бы Намджуна одной меткой фразой. Но сейчас оголенные нервы едва ли не через кожу проступают. Намджун хмыкает и зачем-то берет его за руку. Вряд ли от этого легче, но больше ничем помочь нельзя. Юнги глубоко вздыхает, чудовищным усилием воли расправляет плечи и тут же сдувается, когда грузный паром поднимается на тупоносый гребень волны. Тэхён чуть ли не поскуливает от счастья, мечась от одного борта к другому. А Намджун, наплевав на здравый смысл и заинтересованные взгляды окружающих, тянет Юнги на себя, заставляя уткнуться носом в грудь. Юнги бормочет что-то неразборчиво. Вибрация от его голоса отдается дрожью в спине и ощущается под Намджуновой ладонью, лежащей между острых лопаток. Намджун надеется, что это еще одно спасибо. Но Юнги чуть отстраняется и повторяет. Меня сейчас вырвет. В туалете укачивает еще сильнее. Напоминает Намджун запертые двери, за которой Юнги прячется уже минут 10, нервируя стянувшихся в очередь пассажиров. В ответ доносятся сдавленные крики чаек. И либо Юнги выбросился в узкое туалетное окошко, либо нашел чем себя занять до возвращения в порт. Тэхён орет с верхней палубы. «Остров справа по борту!» Одновременно с ним щелкает дверной замок. Лучше бы Юнги все-таки развлекался с чайками. Если до этого он был мертвенно-бледный, что могло сойти за бледность аристократическую, то сейчас больше напоминает зомби. А у зомби, как известно, нет сословий и титулов. Намджун осторожно поддерживает его за плечи, пока Юнги, едва передвигая ногами, плетется к своему месту. А там аккуратно поет водичкой, стараясь не придавать значения собственной внезапной проклюнувшейся заботливости. Юнги, напившись, кивает, утыкается обратно в Намджунову грудь и больше признаков жизни не подает. «Не стоило, да?» — виновато опускает глаза Тэхён, осторожно присаживаясь рядом. «Я же не знал, что ему так хреново будет». А Намджун скользит взглядом по морю, плещущему за кормой. Обгоняет чаек по островам, проступающим в туманной дымке на горизонте.
по венке на шее Юнги и думает, что стоило. Вполне себе стоило. Забавно получилось, очень забавно. Он показывает пис, когда Тэхён делает селфи, прижавшись к Намджуновому боку, и улыбается. Вполне себе искренне, совсем не злорадно. Юнги уезжает на рассвете. У него рейс в 12:30, а до города еще нужно добраться. Намджун не выходит его провожать, но выходит покурить и постоять рядом. Он вообще-то уже и забыл, что Юнги бортпроводник и должен улетать. Куда сегодня? Интересуется будто бы вскользь. Юнги смотрит вдаль, словно мыслями уже в аэропорту сбегает по трапу. Лицо у него практически непроницаемое, и не поймешь даже, грустно ему или хорошо. Намджуну вот немного грустно, но это совсем не повод портить настроение другим. Поэтому он молча курит, стоя с Юнги плечом к плечу, и всматривается в дорогу, надеясь первым углядеть такси. Сеул, оживает Юнги, покачивается, тянется за сигаретами. Потом Япония, Берлин. Дальше рейсы не смотрел. Япония и Берлин от Рима далеко, думает Намджун, приглаживая растрепавшиеся ветром волосы. И представляет, как Юнги в своей идеально выглаженной форме регистрируется на рейс, заполняет бумаги, проходит медосмотр, а потом улетает, черт знает куда, красиво разведя руки посреди прохода. Улыбается пассажирам, спит урывками, пока в салоне кипит жизнь. Обедает наскоро из одноразовой посуды. Но жалко Намджуну не Юнги. Тот явно любит небо и полеты, а себя, будто потерявшего что-то важное. Юнги закидывает чемодан в багажник, прощается с Тэхёном, выскочившим в последнюю минуту, и даже не ворчит, что его опять лапают. А потом протягивает Намджуну руку и ухмыляется. «Ну, пока». «Ну, пока», — соглашается Намджун, почему-то не сумевший подобрать для прощания других слов. Рукопожатие получается неловким. Намджун тупит по-страшному и цепляется за пальцы Юнги, когда тот пытается отойти. «Ну, пока», — повторяет Юнги. Улыбка размазывается по его лицу потекшим гримом. «Ну, пока», — бормочет Намджун, когда такси отъезжает, поднимая пыль. Горизонт приоткрывается. Из-под завесы ночного неба осторожно выглядывает слабое новорожденное солнце. Оно не кусается, не дерет глаза, но они все равно слезятся немного, вероятно, из-за бессонной ночи. Намджун втирает окурок в землю и тащит подозрительно шмыгающего носом Тэхёна в дом. Нужно поспать, а то прям такая драма, как будто с лучшим другом прощаются. Рим Намджуну нравится, несмотря на общую тяжесть. Город очень старый, маститый, как огромный породистый пес. Еще довольно крепкий, но давно переваливший за середину жизни. В отличие от легкого с завитушками Парижа, где Намджун никогда не бывал, зато смотрел много фильмов. Он, в принципе, мало где бывал, поэтому мнение свое считает откровенно субъективным и никому не навязывает. Не то что Тэхён. «Посмотри только!» — с фанатичным блеском в глазах шепчет тот. «Посмотри на эти дома! Да они старше меня во много-много-много-много-многом!» И я понял. Кивает Намджун и подводит итог. Они очень старые. Тэхён кивает, радуясь, что его мысль дошла до адресата, и убегает вперед, шлепая тапками, чтобы прижаться носом к одной из витрин. В принципе, Намджун с ним полностью согласен. Этот город массивный и старый, но не душит, не бьет клюкой по спине, как старость злая и ограниченная, а широко улыбается, распахивая объятия. Поэтому Тэхёну он нравится. А еще больше нравятся люди. Шумные, открытые настежь. Намджун от таких иногда устает. «Смотри на небо, Хён!» — вопит Тэхён через всю улицу. «Какая картинка!» Намджун поднимает голову и зависает. А ведь получилось отвлекаться и не думать. От одной крыши к другой,
как по натянутой нити скользит самолет, кажущийся на таком расстоянии крошечным и нарисованным. Где-то в этом же небе, может, даже на этом самолете, Юнги расправляет руки, как крылья, то ли объясняя, как справиться с жилетом, то ли пытаясь взлететь и стать, наконец, автономным. Наверное, спит он, тоже раскинув руки. Бесконечное стремление вверх. Такое чувство, вздыхает оказывающийся вдруг рядом Тэйхён. Такое, чувство, будто влюбляешься. Обреченно пожимает плечами Намджун. Тэйхён хлопает его по спине, оценив метафору. Точно, будто влюбляешься. Я влюблен в эту страну и этот город по уши. По уши. Намджун хмыкает, но никакого веселья не чувствует. Идем, говорит. Рим огромный, и есть что посмотреть. Тэйхён какого-то хрена напевает Марсельезу и уверенно топает вперед. В обратную сторону лететь проще, считает Намджун. С ним Тэйхён и масса воспоминаний. Успокоительное и халявное самолетное бухло. Не пропадет. Хён, из-за тебя сиденья трясутся, гогочет Тэйхён и разжимает его пальцы, стискивающие подлокотники кресла. Рейс опять ночной. Но Намджуну нравится. Ведь это удобно. Народу в аэропорту немного, а те, что есть, заняты попытками не вырубиться. И не обращают внимания на одного накрытого куполом панической атаки придурка. «Хочешь пить?» – заботливо уточняет Тэйхён, и, получив отрицательный ответ, начинает с азартом перечислять варианты. Есть, курить, спать, мир во всем мире, льгот для рэперов в общественном транспорте, собственного покемона, Мазерати, чтобы вторая кола всегда была бесплатная, чтобы ты заткнулся, трет Намджун виски. Это несложно, обнадеживает его Тэйхён, и, действительно, затыкается. Голова гудит. Намджун залпом допивает купленный на фудкорте кофе, бросает пустой стаканчик в мусорку и мажет, потому что объявляется посадка на рейс Рим-Сеул. Просьба пассажирам. Намджун сглатывает. Смотрит на Тэйхёна умоляющим взглядом, но тот уже подхватывает сумки и тащится к нужному входу. Гиперактивный засранец. Намджун вручает девушке на контроле листовку пиццерии. Да, снова это делает. Извиняется, протягивает билет, и его будто всасывает в рукав, тянущийся к брюху самолета. Надписи «Korean Air» нигде не видно. Но даже если бы Намджун не углядел в аэропортное окно знакомую голубую спину аэробуса, все равно бы догадался, что свои. Разрез глаз приветливой стюардессы ни с чьим другим спутать невозможно. Намджун вглядывается в лица за ее спиной. Ну, а вдруг? И расплывается в широченной улыбке, потому что... Добро пожаловать на борт. Все-таки форма ему чертовски идет. Юнги указывает в нужном направлении, и огоньки в его глазах говорят гораздо больше, чем сухая, строго регламентированная улыбка. Тэйхён радостно вскрикивает и едва не кидается обниматься. Намджун хватает его за воротник гавайской. Какого хрена, Тэйхён? Какие Гавайи? Рубашки. И тащит по проходу к нужным креслам. С их мест через иллюминатор открывается прекрасный вид на полюбившееся Намджуну крыло, а если смотреть не в окно, то на сосредоточенное лицо Юнги, разъясняющего что-то пассажиру в строгом костюме. Юнги мягко улыбается и косится на Тэйхёна, машущего ему двумя руками сразу. Придурок. Намджун врубает музыку, заглушая рот двигателей, и ловит себя на мысли, что ему не страшно. С Юнги не страшно. Ножки не держат, хмыкает Юнги, когда Намджун вылетает из туалета, споткнувшись о порог. И тут же удивленно распахивает глаза, затыкаясь. Намджун не уверен, видно ли их из салона, но снова услышать, пока не готов.
У Юнги сухие обкусанные губы, которые распахиваются жадно, будто Намджун кислород, а Юнги тонет на глубине. Рубашка мнется в Намджуновых пальцах, а взгляд у Юнги то ли от порчи формы, то ли от неожиданности злющий-призлющий. «Ебанутый!» — шипит он, отпихивая Намджуна. «Жить надоело!» И Намджун решил бы, что это от смущения. Но Юнги злится, по-настоящему злится, и больно бьет его в плечо, прежде чем уйти. Намджун вытирает пальцами влажные губы и думает, что, наверное, стоит это тоже внести в воспоминания об отпуске, как и то селфи с парома, которое Тэхён скинул за день до отлета. Все воспоминания имеют свойство оставаться там, в прошлом. Так проще смириться с неприятным, но вполне жизненным окончанием этой истории. Кресло кажется Намджуну жутко неудобным, а периодическая тряска больше раздражает, чем пугает. Так вот, как можно избавиться от боязни летать. Достаточно просто поцеловать Юнги. Среди провожающих стюардесс Юнги нет. И это, вероятно, к лучшему. За паспортным контролем Намджун поспешно прощается с Тэхёном. Обещает позвонить в ближайшие дни. Клянется, что отпуск получился просто великолепным, и сбегает, пока Тэхён носится за своим чемоданом, катающимся по ленте. В Сеуле моросит мелкий дождик. Намджун натягивает кепку на глаза и выходит на улицу к припаркованным в несколько рядов машинам. Юнги курит, прислонившись к черному «Фольксвагену», и разглядывает сквозь темные стекла очков толпу, вытекающую из здания аэропорта. Заметив Намджуна, он коротко взмахивает рукой. «Следующий рейс у меня послезавтра», — сообщает, когда Намджун подходит ближе. «И...» — не врубается Намджун. Юнги стаскивает очки, цепляет их на макушку и вздыхает, как вздыхают люди, не привыкшие общаться с идиотами. После непродолжительного молчания он спарывает воздух тяжелым и острым. «К тебе или ко мне?» В квартире у Намджуна целых полмесяца никто не убирался. Даже цветы не поливал. Просто потому, что их нет. Но извиняться и сообщать про неприбрано времени нет. Намджун открывает дверь ногой после нескольких неудачных попыток ввести код на ощупь. Закрывает также и снова вжимает Юнги в стену, едва переведя дух. «Полегче», — шипит Юнги. «Мне синяки не нужны». И тут же бьется головой об вешалку, попытавшись запрокинуть голову. «Спальня», — командует Юнги, сбрасывая пиджак прямо на пол и цепляясь пальцами за Намджуновые плечи. «Ящик», — хмыкает Намджун, и на раздраженный недоуменный взгляд отвечает вопросом. «Мы разве не в слова играем?» Ему, если честно, безумно нравится, когда Юнги злится, а когда улыбается. Даже вот так, хищным оскалом. «Ты дошутишься сейчас», — обещает Юнги, закрепляя веским. «Заебал». Намджун отбивает хитрым «еще нет» и заталкивает его в спальню. Хочется страшно. И у Намджуна впереди еще масса времени, чтобы эту язву хоть чему-то научить. И да, спит Юнги тоже, раскинув руки, что дико мешает. Но ко всему можно привыкнуть.